Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Андрей Тележенко на связи прямо сейчас. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, зрители, слушатели. Всем приятного, как говорится, дня. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Особенно Александра. Он делает важную для нас работу. Правду доносит людям. Давайте с точки зрения правды попытаемся разобраться в главной интриге дня. Значит, депутаты проголосовали за законопроект, который в ряде вопросов подчиняет антикоррупционные органы Генпрокурору. За этим усматривается абсолютный, ну, скажем так, переход. Помимо того, что там разгром Соросятам, внешнему управлению, что в принципе многие говорят, смотрите как хорошо, смотрите как классно, наконец-то мы обретаем субъектность. Но параллельно с этим все же оборачиваются совсем недалеко назад и видели, как там НАБУ, как специальная антикоррупционная прокуратура, да, они занимались окружением Зеленского, подобрались вроде как очень близко, и все уголовные дела, так сказать, по поводу высших чиновников они пытались вести и как бы на стадии доказывания, да, вот этих несметных сумм, которые как бы фигурируют в материалах уголовных дел. И тут мы видим вот такое законодательство. Сопровождает это законодательство и принятие его, конечно, там беспрецедентный удар, там давление на антикоррупционные органы. Там нашли агентов Кремля, представляете? Причем таких заядлых, таких маститых. Причем не видели этих агентов Кремля даже 3 с лишним года войны. А тут взяли и нашли, и всех разыскали. И сразу, так сказать, принялись реформировать антикоррупционный блок. Но это какая-то очень странная история. Кажется, запахло керосином на Банковой и начали быстро гасить возможные будущие пожары. Как вы прокомментируете вот этот процесс и насколько вот сейчас становится понятно, что Зеленского, Ермака, 5-6 менеджеров сейчас вообще никакой аудит не коснется. Вообще все будет все равно, а остальные деньги, которые пойдут, никто и не проконтролирует. И, собственно, мы теперь превратились без вот этого антикоррупционного блока, ну, в княжество. Не, ну тут то, что сам антикоррупционный блок, как он создавался, не буду давно вникать в эту историю, это отдельное. Я бы, как говорится, видел на зародыше это всю процедуру, как и Джордж Кент, и Байден, и тогда еще в 2014 году это пропихивали в горло, в глотку украинцам, и Украине, и резали прокуратуру, СБУ, МВД. А потом мы видели этого Артема Ситника, который бегал и, ну, то, что мне лично прямо рассказал, как он любит Хиллари Клинтон и готов ей подчиняться лично, если она станет президентом, и вообще всем там американцам, это тоже факт. А просто надо понимать, тут же вопрос какой. Зеленский что думает? Ну, типа, аудита не будет. Аудит же не НАБУ делает. Аудит НАБУ, антикоррупционные эти все органы, это соросня, это соросята. Сейчас новая администрация, новый хозяин в Белом доме. Он жестко мочит эту всю, как говорится, глубинное государство, до swamp, ее называют, болото в Вашингтоне. Он его просто сейчас, как говорится, пытается уничтожить и выжать оттуда. И они как бы потеряли свою, не то что, как говорится, интерес к ним вообще нету. Нету интереса продолжать эту деятельность, потому что это НАБУ, и было создано, да, работало при Трампе еще в первом сроке, но оно было как создано как под Демпартию непосредственно. Оно было завязано на ФБР, на Департамент юстиции США, но работало непосредственно на органы демократической партии, Ньюланда, Обамы, ну это все глубинное государство. Сейчас он потерял свою актуальность, свою крышу. Там идет полностью зачистки, смены руководства, увольнение массовых людей, как и ФБР, и Департамент юстиции, USAID, USA и Госдепартамент, и все, вот эти все, кто там это курировал когда-то, их нету. И как раз есть возможность убрать конкурента. Конкурент это НАБУ кто работал под кого? Под Порошенко, под Кличка. Это как бы был их такая силовой блок, но не их, ну как бы через своих кураторов они как-то могли повлиять на ситуацию на Украине. И вот почему они зачищают это, и Зеленский воспользовался шансом. Это, думаю, рекомендация того же самого Ермака, который хочет удержаться у власти, чтобы его, как мы в прошлой передаче говорили, не скинули с фундамента
основы этого режима Зеленского на Украине. И вот это они делают первую зачистку, зачистку, воспользуясь шансом, пока там на Западе это все некому контролировать, некому заступиться за, потому что оно уже потеряло актуальность. 3, удержаться у власти, максимально держать кулак и все на пульсе через СБУ, прокуратуру своих людей, а вот это все как бы третьи силы, которые внедрены государства Украины, это не для суверенности делается Украины или там субъектности или тому подобное. Субъектность – это когда есть свои деньги, есть свои возможности, экономика государства, оно работает, ты можешь сам себе делать, где-то маневрировать. Ну, даже, например, Грузии тот же самый. Маленькой, но гордой, действительно сильной Грузии, которая себя отстояла. Вот это, да, субъектность есть. Украина, оно потерянное сейчас государство. На этой стадии, ну, это нереально. Это просто Зеленский держит, чтобы удержать себе власть. Убирает то, что может расшатать ситуацию, как он думает, в середине страны, для того, чтобы его потом, как говорится, добить. Когда надо будет это... А то он так думает, что он это сможет сделать таким способом, убирав НАБУ. Да, НАБУ могут сыграть роль расшатывания ситуации ДБР там, и специальный антикоррупционный прокурор. Эти все органы будут, как говорится, сейчас под зачистку идти, если кто не будет подчиняться полностью непосредственно президенту Зеленскому. Нелегитимного президента. Так что вот это вот такая вот А в чем канитель. тогда противоречие? Подождите, ну, стойте, ну все понятно. То есть сейчас будут выделяться новые деньги от европейцев уже, да, там американцы денег не дадут, скажут только покупайте оружие. Ну и, соответственно, старые дела на них посмотрят, скажут, ой, да успокойтесь, там вообще агенты Кремля это все расследовали, все это как бы Ну, смотрите, агенты Кремля, вот это все, вот это бред, это все это чисто на публику, на массы на Украине, которые смотрят и верят, что вот здесь московиты, как они их называют, вот эти слова вот эти украинские непонятные, те, куда взялись. Просто вот это будут вот и верить в это все, это чудо пропаганды. Это чисто для этого делается. Все на Западе понимают, кто там работал в НАБУ, и все знают, у них не папки лежали в посольстве США, непосредственно там они не стали на какие должности, если кто-то даже был, ну, всякие связи с кем-то. Тот или иной персонаж в политическом процессе на Украине связан и имел какие-то связи с Москвой в какой-то период своего времени. Это как бы, ну, мы были одной страной еще 30 лет назад. Но это все так забывают. Вроде говорят, что вот Украина, вроде мы где-то находимся в Австралии, а Россия, там, где она находится, вот в связи с Россией. Ну, такой бред такой, ну, полностью. И то Австралия и Великобритания тоже далеко от друг друга, и все между собой связаны, потому что были одной страной когда-то. Так что вот эта ситуация, это чисто плохая, извините меня. Вот массы, которые ведутся на то, что говорят это с эфиром. Все остальное, аудиты будут. Аудит не проводил же НАБУ, не САП. Аудит проводил отдельный инспектор, инспектор General, который есть в каждом ведомстве, в Пентагоне, и ФБР, и все остальное. Там есть, кто может провести тому или иному ведомству, которое занимается теми или иными вопросами, аудит отдельно. Приезжает этот человек, работает вместе с посольством и работает совместно с правительством на земле, и оно так работает. Никакой НАБУ в этом участии не имеет. Это раз. 2. НАБУ могло, как мы говорили уже неоднократно, есть Лейко кейс, который сейчас в Штатах лежит и набирает, ну, как говорится, папку, расширяется, который на Зеленского, на его команду. Ермак, Миндич, вот эти все, как говорится, Буткевич и все остальные, вот эта вся шобла, которая там есть, вот это на них сейчас собирается, потому что они как бы выводили эти деньги, которые заводились на Украину с налогоплательщиков. Они могли играть какую-то роль НАБУ в этом процессе, но незначительную, потому что они уже не имели последние пару лет свой вес как таковой. Ну, была такая организация, но они потеряли, особенно как бы последний даже год Байдена, у них не было такой как бы полностью поддержки на Западе. И тоже, тем более, после прихода Трампа полностью потеряли все полномочия, которые есть там от Запада. Так что они могли это помогать, могли это делать, но это Зеленского не спасет, если он думает, что он уберет НАБУ и САП и всех остальных, которые там антикоррупционеры. Пусть убирают, пусть они между собой травятся, хоть глотки себе перегрызут. Шабунин, Зеленский, это все на одном уровне. Это вот это, ну, это все вот это болото, которое уничтожило нашу страну. Одни в свое время тогда зашли, начали расшатывать, уничтожать госслужбу с середины, эти вся соросня, просто уничтожили, выжили и систему милиции, МВД,
так званые реформы провели, только форму подевали, новая система усугубилась, еще хуже стала, чем раньше. И СБУ, которые американцы полностью как говорится, зашли, курировали Наливайченко и все остальные, которые были непосредственно американцы, сидели там на месте и говорили, куда делать, что на службе безопасности. И прокуратуру как раз обрезали, 12 тысяч прокуроров, специально, чтобы не было, как говорится, возможности прокуратуры внешне загальный нагляд иметь и все остальное, хотя он есть во всем мире, а у нас сказали, это не демократично. И все остальное, это все было до этого уничтожено. А Зеленский это сейчас добивал. Уже непосредственно массы людей, которые он кинул просто на амбразуру. И вот это сейчас он думает, что может удержаться, не удержится. Ситуация накопичивается там, за границей. Папочка растет, ситуация на Украине тоже расшатывается. И его не спасет то, что он укрепит себе власть. Может, какой-то еще день-два продержится дольше, но не более. Ну, смотрите, здесь как бы есть один очень тонкий нюанс и очень важная, я считаю, как бы ситуация, как подтекст. Послы Г7, семипосольщина так называемая, отозвалась об этом процессе, ну, скажем так, неоднозначно. Не сказать, что поддержали, наоборот. Есть прям такие сигналы и намеки, что, ребята, ну, если раз вы вот так поступили с антикоррупционными органами, то на такую безоглядную помощь не рассчитывайте. Ну, то есть могут серьезные последствия на помощи. Причем, что вот очень важно, не каких-то там стран, а Г7. То есть это сигнал вообще с такого немножко другого угла вот этих и глобалистов, и западных партнеров. Я хочу вот как сконструировать модель, я хочу, чтобы вы разложили, ну или помогли разобраться, может ли это так быть. Если мы попытаемся сопоставить, ну, пазлы сложить. Значит, Зеленский меняет Кабмин. Поменял. Зеленский, понятно, продолжает вводить санкции тем, кто угрожает ему публично, ну, это, причем без разбору. Вот рот открыл не так на Зеленского, сразу раз тебе и все. И там даже попала Латынина туда, представляете, то есть, которая как бы в России, теперь вот она тоже под санкциями с тысячами людей, гражданами Украины, в том числе, да, вот гражданка России. Меняет Кабмин, вводит санкции. Дальше недопереставил он Умерова. Хотели же послом, но сказали нет, будет Стефанишина. И, соответственно, он теперь сегодня объявляет о том, что Умеров поедет в Стамбул. И все ждут третий раунд и какой-то встречи лидеров. О ней, по крайней мере, говорят украинская сторона. Российская сторона, Песков сегодня говорит, что это еще надо работать и работать насчет встречи Путина и Зеленского. Ну, третий раунд, конечно, встретятся, прокоммуницируют. Обмены уже тоже хорошо, гуманитарная составляющая. Проверки бизнеса запретили. То есть складывается абсолютно интересная конфигурация, когда, по сути, Зеленский, укрепляясь на своей должности, может сделать резкий разворот в сторону принятия условий России, перемирия, мира, и никто внутри страны ему и рот не откроет, потому что, ну, простите, вертикали становятся железобетонными, а влияние становится, ну, такое достаточно такое основательное, а сам он превращается в такого полумонарха, и поэтому делает, что хочет. И вот сигналы ли это к тому, что захочет как раз-таки он этого? Отскочить в угоду Трампу от этой войны и, ну, фактически там сдать не де юре, но де-факто территории, ублажить Кремль, ублажить Трампа и дальше править. Не просматривается у вас такой длинный сценарий? Вот как вы бы отреагировали на него? Он, во-первых, то, что там семипосольщина это выступает у них, ну, они не могут промолчать полностью, это раз. Два, говорю еще раз, там, непосредственно в центрах принятия решения, нету поддержки этому процессу, который, ну, остановить этот процесс невозможно, потому что делать сейчас Зеленский по НАБУ и все остальное. То, что мы видим, сценарий такой, это как бы рассматривается то, что есть. Но, с моей точки зрения, Зеленский пробил ситуацию, что там за границей, что можно ему маневрировать через лоббистов, через своих людей, которые там проплаченные, там же ездят всякие и все остальное, с кем-то тоже там общаются и передают информацию, потому что там вбивают уши Ермаку, там за большие деньги, и все это работает. Что можно как делать, чтобы укрепиться? Он это делает
для того, чтобы там образно даже кинуть Трампа, он надо делать, чтобы как возможность пойти на компромисс, который дает Трамп, и потом удержаться у власти. Не то, чтобы бы просто это сделать и кинуть Трампа, и его там никто не мог сместить. Украина не в таком положении находится, который внешнее влияние, вливание денег, если его прекратить полностью, все, и сказать, давайте уплачивайте кредиты, ну, то, что просто прекратить, то страна загнется за месяц. Ну, ее не будет. Ни госслужбы, ни пенсий, ни зарплат, ничего, ни армии финансирования, ничего. Оно полностью зависимо от того, что там сегодня там какие-то НАБУ, еще Зеленский просто для себя делает, укрепляет ситуацию, чтобы его не смогли шатнуть из середины. Если это захотят сделать извне полностью, если он пойдет против линии там Запада, Украина уже полностью под Западом, она на жизнеобеспечении Запада сидит. Если это выдернуть, это все, оно не протянет долго. Оно уже мертвое тело, просто его поддерживают извне. Так что Зеленский это делает процесс как вариант, чтобы пойти поддержать ту линию, которую якобы поддерживает там администрация Белого дома от Кит Келлог и Рубио, чтобы признать те территории, которые есть, и признать ту ситуацию, которая есть типа сейчас, исходя из того, что якобы было сказано России еще в 2022 году, хотя неоднократно президент Российской Федерации заявлял, что мы ситуацию на земле будем исходить из того, что переговорный процесс ситуации на земле на тот день, который мы ведем переговоры, а не только 22 год. 22 год – это исходная точка. А Зеленский хочет на то согласиться, что вот те территории, и на этом, как говорится, чтобы не дать возможность его себя расшатать в середине страны, и на это пойти удержаться еще у власти. И пойти на выборы, или не до выборы, или остаться в том формате, который есть, и с поддержкой Запада. Вот такой диктат. Полудиктат, такая страна, полупрезидент в формате, чтобы было. Вот для чего он это делает. Это что моя точка зрения. Это раз. Два, попытка, чтобы не было расшатки потом ситуации Порошенками, Азовами и всей остальной, как говорится, это тоже прозападной частью, другой части прозападной, которая тоже хочет иметь, как говорится, приход к кормушке и будет против того, что Зеленский придет на такие условия. Это тоже факт. И это он делает для этой возможности, чтобы не было таких триггеров и возможности его убрать из власти. Или чтобы он не бежал, как тот же самый Виктор Федорович Янукович из Украины и все остальное. Вот это для этого. Он никогда, Зеленский, и Россия его не примет, чтобы он полностью согласился на их условия, и потом как бы бежал туда. Слишком много как бы, ситуаций уже прошло, слишком много кидалово было, слишком много жертв было, чтобы они его просто так взяли и приняли к себе, и как бы, чтобы убежать никуда. Если он кинет Америку и Европу, полностью поддаст самолично ситуацию на Украине, ну, это как бы не тот формат, который, я думаю, будет сейчас, и это не тот, как говорится, фундамент, который он бы готовил. Так что делает это, еще раз, не для страны, не для этого, а чтобы еще дольше удержаться у власти. Заморозить конфликт, другими словами, на линии, которые есть там в тех областей ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, и там сейчас Харькова и Сумы, по той линии, которые есть, которые как бы будут продавливать, согласиться, и все. И потом сидеть еще там лет 5-10 у власти и сказать, я вот такой президент, который будет держать всех в страхе и военном положении. Это раз. Два, то, что по встрече лидеров Россия еще раз неоднократно сказала, и Песков про это говорил из последних своих интервью в прошлой неделе, что встреча, а не Песков, а Мединский там просочил информацию, что были условия от Мединского поставлены, что если встреча лидеров государств, там, того же самого Зеленского и президента России Путина, это только после капитуляции киевского режима. На этих условиях можно будет провести встречу. Все. По-другому Зеленский с Путиным встречаться нету сенса. Он ничего не решает. Он только может, кажется, принять поражение и прийти на этом, кажется, принести свою голову на плахе и все. Но тут возникает очень, как это, диалектика, да? Диалектика, Андрей. Выбор. А пускай Зеленский сидит у власти, как у Лукашенко, с кучей сроков, да, с 94 года, вот он тоже, или как Путин тот же, там 20 лет у власти пускай будет. Но будет мир. Вот не ставят ли украинцев перед таким выбором? Ну как мир? Вот этот мир, который там режим, понятное дело, но
войну заморозит. Нет, это, во-первых, для Российской Федерации сам замораживает войну. Они продвигаются по всей линии фронта, и идут по полной программе. Америка не в силах Российскую Федерацию остановить. Америка не в силах даже вести, если введя санкции, они себе в ущерб это делают. Массово. Уже те тарифные войны, которые есть, и заводят другие страны, которые против тарифы, которые повысила Соединенные Штаты Америки, покупать больше ресурсов в Российской Федерации. Это два. Ситуация как бы такая, что, я говорю еще раз, Америка 37 триллионов долларов. Золотовалютный резерв почти, не опустошен, но 658 миллиардов официальная цифра там была, а сейчас где-то 258. Так что вот такая вот реалия. Проблема внутренней политической ситуации, которую надо это все разобрать, что Трамп так себя ведет, потому что надо быстро забрать это ресурсы. Борьба за Арктику, ведутся переговоры. Америка 2 ледокола, Россия 25. Ситуация как бы довольно расширена, потому что экономика сейчас будет ориентироваться на арктический проход. Потому что мы видим их усилия на Ближнем Востоке, не дают проходу транспорту танкерам, и это все огромных денег стоит. А там все безопасно, все хорошо. Такие моменты, даже надо обращать внимание. Тому ситуация, то, что там оставит Зеленского, он будет, абы какой там мир был, но это может быть какая-то вот страна, как Польша, бы себе так бы образно хотела. И то, я думаю, Польша бы не хотела бы оставить неадекватного Зеленского рядом возле себя. Или там Прибалты. Это может и их там внешняя политика, видение такое. Ну, это кто такие Прибалты, и их уровень. А есть и Российская Федерация, и Соединенные Штаты Америки. В Штатах тоже не заинтересованы удержать Зеленского у власти. Невыгодно, неинтересно. Ну, плюс есть личная неприязнь к Зеленскому. Разные факты, разные моменты, которые, идет информация с разных сторон, и логика крутится. Так, а Что другого так, никого нет. Подождите, Андрей. Ну, другого никого не привечают, другого никого не поглаживают по гриве и не говорят: «Гуд, будешь следующим». Ну, только что но Херш, правда, вышел и сказал, что будут менять на Залужного, но это ведь, вы же понимаете, отношение к этой колонке такое, ну, специфическое. Не, Херш имеет то, что он Сайдон имеет, но там, я думаю, там не Залужный будут. Залужный это просто используют как такой, как есть такой дамый, слово в английском языке, как макет или как такую куклу для битья, вот так вот, куклу для битья для того, чтобы медийно его вот это все на Залужный. Вот будет Залужный, вот будет Залужный. А вы видите кого-то третьего персонажа, который никто не знает, которого будет со всех сторон, как говорится, удовлетворит и зайдет, будет дальше на ситуацию, уже временно сначала. Вот такая вот ситуация, к этому оно идет, и оно будет. Да, оно сейчас затягивается. Есть ситуация, потому что Рубио и там Келлах протянули, пока Витков занимался Ираном, протянули ситуацию по Украине, залезли туда и начали продвигать. Мы про это тоже говорили. Позиция Рубио неоднозначная по поводу украинского конфликта. Тем более он сейчас выполняет обязанности советника по национальной безопасности, не только госсекретаря, а и советника по национальной безопасности президента США. Он имеет свою линию, готовится к своим выборам 2028 года. Ему интересно решить конфликт на тех условиях, которые ему было выгодно, как не консерватору, который будет продолжить эту войну, вложить своих потом будущих финансистов, которые будут военно-промышленный комплекс, который даст ему на выборы. Тут это все же взаимосвязанный внутренний политический процесс. Не просто вот Украина и все на Украину. Нет. Каждый занимается своим делом, и параллельно Украина это как такая разменная монета у каждого. Только для России это национальные интересы, в первую очередь, которые бы есть и сейчас для того, чтобы завершить эту войну, Америка должна и выйдет в какой-то момент из Украины. Все, на этом не будут они решать, кто будет на Украине. Дядя Сэм не будет этим процессом заниматься. Да, может потом вредить, как они сейчас, что они активизировались в Азербайджане, в Армении, Молдову. Они готовят потом, когда Украина отойдет полностью или будет под зонтиком Москвы, они готовят потом разные провокации в тех странах, постсоветских странах, постстранах, которые были в части Российской империи, расшатывание ситуации, также кусать Россию из нее, потому что надо же как-то не просто оставить ситуацию, чтобы Россия в выигрышном положении была. Они же дальше должны какой-то фундамент заложить, чтобы дальше качать. И вот это есть Молдова, Армения и Азербайджан. Вот эти страны. Есть там еще ситуация по Кыргызстану, но она была в теме,
Вот пока она как бы пока ставится на полках. Там тоже может в какой-то момент расшатку. Американцы где-то ее прощупывали пару лет назад, как рассчитать ситуацию в Киргизстане. И снова, они там неоднократно это делали, но они хотят еще раз это сделать. Так что тут они так пытаются обложить Россию разными конфликтами, чтобы она занималась проблемами вокруг себя, а они интересовалась, как бы не вкладывалась в внешнеполитическое как бы, направление там, было более ослаблено. Так что вот это к этому готовится. Вот это надо просматривать эти варианты. Америка сейчас будет ориентироваться на Тихоокеанское направление. Украина и Зеленский, что он делает эти маневры? Он пытается удержаться у власти и все. Он пытается любыми способами оттянуть свой час Ч, когда ему надо будет бежать, или его там где-то в лесах, как говорится, Западной Украины будет он отстреливаться, и там его поймают, и потом, извините меня, за одно место подвесят. Вот это к чему он готовится. И он это понимает, что это надо чуть дольше протянуть, потому что еще не готов он, еще мало ему власти. А вдруг что-то поменяется, а вдруг черные лебеди, кто-то там это копыта где-то откинет на каком-то стран, с которыми он воюет, и ему надо, это ему спасет. Вот это на что он надеется, вот эта проблема, что нету государственной политики, а надежда на какого-то черного лебедя, она была с первого дня войны. Что военные надеялись, потому что понимали, Россию не победить на поле боя, что политики надеялись, что что-то где-то произойдет, и вдруг не станет лидера Российской Федерации, и на этом все будет хорошо у них. Но это же ненормально. Это никогда, это не государственная политика, это просчитывается аналитическими центрами, аналитиками, какими-то действиями наперед. Вот почему у нас такая страна в такой, извините меня, ЖЖ. Потому что такие вот политики, так званые профессионалы у власти. Соросня, которая, извините, выбирала самых худших из худших, Шабунинов, Наемов, Лещенков, которые, извините, отбиты наркоманы, лузеры и все остальное просто по жизни, их ставили, потому что они были готовы выполнить любые указания их. А таких людей, которые... Я же тоже там был. Я был на той стороне. Мне было все хорошо, пока там рот за зубами, как говорится, язык за зубами держал, потому что по-другому, я уже когда не мог терпеть, это уже высказал. А им надо было, чтобы такие подчинялись. Чтобы подчинялись. Не дай бог ты имеешь свое мнение, тебя сразу выкидывают оттуда. И это была политика такая, построена, чтобы уничтожить страну из середины. И вот это, сейчас мы видим эти результаты, вот это то, что Зеленский пытается опять сделать. Они к нему добрались, они его ублажили, его, они ему дали карт-бланш. И карт-бланш остается, потому что все молчат то, что происходит на Украине. Как только зазвенит звоночки, что на Украине и действительно идет бусификация, идет, нету демократии, нет ничего, тогда это будет действительно удар по Зеленскому. Просто он думает, что такого не может быть, потому что так долгое время все молчали, что они на это не пойдут. Ну, Ну, будем смотреть. как вам кажется, съедят? Ну, про американцев вы как бы достаточно подробно рассказали, что им по большому счету плевать, у них своя история после демократов, у республиканцев. Такая, простите, а европейцы? Ведь антикоррупционный блок, это же была наша, как это, путевка Украины к ценностям Европейского Союза. Ну, давайте откровенно. А сейчас выходит там Кривонос из НАБУ, говорит, ребята, ну, как бы мы тормозим, не... во-первых, могут поддержку урезать, во-вторых, мы вообще там отбрасываем нас от Европейского Союза, куда мы так все стремимся. Вот это решение. Стефанчук торопится, он подписывает ну, этот закон о переподчинении там, генпрокурору. За час не прошел. Час не прошел. Вы представьте Стефанчука, и как он, бедный, несчастный, быстро-быстро подписывает, и там ходят слухи, что Зеленский прямо сегодня подписывает. На момент разговора не знаем, подписал или не подписал. Но, в общем, мы видим, это все очень быстро происходит. С чем связан пожар? И, ну, подождите, европейцы, по идее, должны дать отворот-поворот или как-то повлиять. Ну, Украину никогда не принимали, ну, не взяли бы в Европу. Это уже стало понятно сейчас. Было же прямо сказано. Украина будет рассматриваться вступление в Евросоюз после окончания конфликта. В НАТО, если она победит Россию, ну, это вот такие иллюзии, которые пускали. Это было уже ясно уже сейчас. На гачок Украину взяли этими, как говорится, Европой. Тогда было это условие, когда нам открывали НАБУ, пропихивали его, что не будет финансирования, не будет кредита давать
это да, если мы не будем формировать круглые столы, не будем организовывать эти все встречи с американцами, чтобы они учили, как это НАБУ формирует, ну и все остальное. Это было тогда условие, и официальное условие этой позиции. То, что сейчас Зеленский просчитал, лучше получить, как бы, все равно отворот от Евросоюза, все равно нет никакой позиции. Он получит маленький минус, но большой плюс, типа, как якобы он думает для себя, удержать ситуацию в стране. Потому что ситуация в стране, как мы говорили, к концу года должна была бы расшататься, поменяться радикально не в пользу Зеленского. Его могло бы уже не быть у власти. И такие организации в середине госаппарата, как НАБУ, довольно сильные были. Они довольно много денег влили, имели свою систему прослушки, которые могли прослушивать вплоть до того и лидера государства, обходя все системы безопасности и все остальное. Там американцы дали очень серьезное на это финансирование, и непосредственно даже аппаратуру привозили. Я был тогда в Вашингтоне, это вопрос обсуждали, за спиной Порошенко хотели завести аппаратуру тогда, чтобы прослушивать непосредственно самого Порошенко. Вот такие вот разговоры, а сейчас тем более, это как бы было бы довольно развязно. А европейцы, не в полномочиях, тоже сейчас выделить те или иные суммы денег для Украины. Сейчас все зависит от коалиции Европы. Это Лондон там ее пропихивает, и Лондон будет лоббировать интересы режима Зеленского. И якобы там Вашингтона, который еще согласился что-то еще давать, то, что Байден, как говорится, не довезли во время Байдена. Вот это вот такая вот политика. Зеленский понимает, что он пока тут якобы как говорится, в домике и может делать какие-то маневры. Тут получит минус, но тут больше для себя плюс удержаться власть. И все. Больше ничего. Ему начхать, что там будет. Он понимает ситуацию, что Европу никто никогда нас не брал и не будет брать. Нас бы хотели брать Евросоюз, взяли в начало 2000-х, когда у нас экономика была намного сильнее и Румынии, и Польши, и Болгарии, и всех остальных, которых потом взяли Евросоюз. И все. Это была игра большая, использовать Украину. Украина никогда не должна была быть частью Европы. Потому что там без виз, без СМИ, это была большая игра, которая уже как бы просто дошла до того, что мы видим сегодня кровь использовать Украину против России. Не более этого. Так что Зеленский сейчас торопится, чтобы не было госпереворота, не было укрепить себе власть. Пока это есть возможность быстро сделать, и никто там не затормозит СМИ эту всю процедуру, не надавит на Стефанчука или на кого-то еще, чтобы это, кажется, остановить, то вот так вот оно будет идти. Тот же самый Руслан Кравченко, который там выходит из школы Матиуса, он яро ненавидит эту систему Соросни из середины. Он это знает, какая-то система. Он знает, когда блокировалась эта система Соросни, формирование военной прокуратуры. Мы тогда за ЕРМ отстояли, чтобы была военная прокуратура на Украине, потому что американцы были против. Это не демократично. Такие процессы, и просто мы вас не будем давать финансирование. И мы это отстояли, чтобы было хотя бы... И это лично его тоже неприязнь к этому процессу. Он знает эту всю соросню середины. Вот, минус. Просто как... Это его как бы жизненный опыт. Да-да. Значит... Вопрос такой, что тут будет дальше на Украине. Дальше будем смотреть, как будет дальше Штаты крысы под Зеленским. И это первые сигналы к этому. Что касается Трампа, прокомментируйте все-таки этот Шуфутинов день, 3 сентября, все о нем столько сейчас все говорят, этот ультиматум или как бы срок, дедлайн. Некоторые относятся серьезно, некоторые несерьезно. Мол, пройдет 3 сентября, и ничего не будет. Будет еще там 2-3 недели, будет еще месяц. Другие говорят, погодите. Там же победа во Второй мировой войне, и Путин летит к Си Цзиньпину. А мероприятие такое, да, годовщина такая, что Трамп там был бы уместен и, может, даже возьмет и прилетит. А тогда, получается, Путин, Си Цзиньпин и Трамп. Это уже как бы новая Ялта, Ялта-2, о которой все говорят. Что скажете по поводу вот этого дедлайна? Дедлайн, это всегда хорошо, как мы говорили, там 24 часа было, 2 недели, но надо понимать, даже пойдет, если это на Трамп, на эти все санкции, мы видим, как министр финансов США сейчас заявляет про этот процесс, что санкции надо поддержать со стороны Евросоюза, хотя Евросоюз и так перед батька Петра движется этими санкциями, пакет за пакетом их принимают.
даже, то, скажу еще раз, Америка навредит сама себе, введя эти санкции. Америка покупает, да, не так много у России, там тарифы вести, так что для них это будет не такой, как говорится, минус, как непосредственно в процессе торговли напрямую с Российской Федерацией, а как будет минус то, что другие страны, их не партнеры, не смогут этим процессом, надо будет обходить это все, потому что альтернативы не будет. Альтернативу все привязали на Российскую Федерацию, тот же самый Китай. Вот сейчас Америка уже угрожает Китаю, что как это так, они покупают так много нефти и газа, и Индия, и Российской Федерации, что это будет вопрос обсуждения на следующей встрече. Ну, Америка, она еще в этом иллюзии, что она такой глобальный полицейский, который она уже потеряла эту всю функцию свою уже пару лет, как точно у нее ее нет. Ну, как дед Байден пришел к власти. Так что тут вопрос вот этой весь процедуры, что Америка еще думает, что у них есть сила дальше надавить, и они думают, что у них есть сила дальше продавить этот все процесс. Пусть думают. У них это, как говорится, тоже нам в плюс, нормальным людям, что они себе будут думать, но мы будем делать свои дела. Россия решает, что и как дальше будет. Россия, несмотря на 20 тысяч санкций, держится еще, как говорится, не то что на полу, а довольно сильная экономика развивается и ВВП, и все остальное. Так что вопрос такой, что Трамп может пойти на принятие этих санкций против Российской Федерации там, 3 сентября, может дальше пытаться надавить на Российскую Федерацию. Но даст ли это результат после того, сколько уже санкций введено, и сколько уже непосредственно это, потеряет ли он больше союзников в этом процессе? И будет ли, как говорится, этот процесс выгоден Америке? Будем смотреть. Америка сейчас за каждый доллар борется. Если она будет терять доллар там, где его не надо, там, где можно его получить, вот это, как говорится, вопрос для интереса самих Соединенных Штатов Америки. Так что сейчас, я думаю, Трамп может ввести эти санкции, он настроен на то, чтобы их ввести, он не будет их откладывать, если это как бы процесс не пойдет. Но он будет, если что, выкручиваться, если он их ведет, он потом будет дальше на этом и остановится. Только дальше Америка не может ничем остальным надавить на Россию, потому что эти санкции не будут работать. Вот это будет кульминация, когда не то, что ведет, не ведет этот Трамп, он может там вести не прямо от 3 сентября, может там вести там чуть позже. Но они не сработают. И вот это будет кульминация, когда они не сработают, и Российская Федерация все равно будет достигать своих целей. И все равно они будут иметь экономический рост в ВВП. И несмотря на это, инфляция будет, как говорится, падать по сравнению с западными странами. Вот это будет показатель. И тогда Америка действительно будет вынуждена не торговаться дальше Украиной, и тогда она пойдет на то, чтобы договориться полностью с Россией и перейти на Тихоокеанское направление. Так что чем быстрее эти все процессы пройдут, в мое видение, тем быстрее мы увидим какой-то уже результат в мирном русле для нашей, кажется, страны. Так, а что по Ялте-2? Ну, смотрите, не будем загадывать, приедет ли Трамп, не приедет. Я вот это, есть разные, там, кто-то говорит, что будет он там, не будет. Если будет такая встреча среди 3 лидеров государств, то это было бы хорошо. И только на личной встрече, я это уже неоднократно говорил, и у вас в эфире, и в американском телевидении, что личная встреча Путина и Трампа даст результат. Они всегда дают результат, когда они общаются, тот или иной, они между собой, но когда они лично, как говорится, будут общение, лично проведут какое-то время вместе, тогда это будет большой результат. А если еще будет тут лидер Китая, Си Цзиньпин, который, можно сказать, поддержит Российскую Федерацию в этом процессе, хоть то, что они Китай делают, вот это будет большой плюс. Ну, это Трамп это тоже учитывает, что он приедет туда сам, а тут будут 2 лидера, которые непосредственно имеют союз между собой. Политический, экономический. И он будет в слабой позиции, захочет пойти на это лично Трамп, вот это будет интересно посмотреть. Если пойдет на это, значит, есть у него еще та старая жилка Дональд Трамп, который еще был с 80-х, который там Нью-Йорк покорял. А если не поедет, значит, уже превратился в политика просто. Так что будем на это наблюдать. Это мое такое видение. Интересно по поводу вот этой встречи, потому что вот Буданов, например, говорит, что Россия собирается
больше триллиона долларов до 2036 года, ну, для войны пустить. Это самая масштабная программа со времен развала СССР по перевооружению. Говорит, тотальная мобилизация, политика, экономика, общество, все будет настраиваться под войну, и план нарастить дивизии, части, соединения и раскрутить эту машину. Зачем? Ну, во-первых, не на войну, на Украину это делается, а вот для того, чтобы обеспечить себя, вот территория большая. Очень тоже много ресурсов было потрачено и тратится сейчас на военные действия. То, что на Западе они просчитались и думали, что это быстро закончится, у них ресурсы уже как бы на складах для своих личных нужд, как говорится, на исходе, то тут Российская Федерация уже, понимая новые реалии военных действий на земле, ну, исходя из 21 века и то, что происходит сейчас на Украине, это как бы новая война, новый тип войны, они перевооружаются, оснащаются и готовятся к тому, чтобы их больше никто, как говорится, не претендовал на их территории, земли, никто даже не подумал военным путем опять рассчитать ситуацию. Вот это для таких целей такие вещи и делаются. Исходя из того, что будет окончание конфликта на Украине, перевооружиться, переоснаститься, исходя из тех условий, то, что было опыта на земле, тут взяли, и иметь уже армию нового поколения, которая к чему будет Запад только вот сейчас тоже стремиться параллельно. А у Российской Федерации он уже есть. Так что вот это люди просчитывают, не надеются на авось, что-то пройдет и все остальное. Страны, большие государства, там, где действительно государство думает про себя, и лидер государства думает про своих людей и про свою страну, не продается направо-налево, они просчитывают наперед и оснащаются на будущее, чтобы не только вот на завтра, послезавтра, а и на лет 50 вперед не было такой ситуации. Страны думают на 50 лет вперед нормально. Америка, Россия, Китай, у них есть просчеты, аналитика, спецслужбы, которые, да, не все можно идеально просчитать. Америка просчиталась с Россией, и, слава богу, проиграли, они не раздробили страну. А, а другие страны, ну, каждый это делает, но исходя из этого, они потом делают и свою аналитику. Они просто, а мы вот переможемо, вот слава ППО, и вот это гасла пустые в сторону, а Зеленский сам по себе просто укрепляется и уничтожает дальше страну и государство, несмотря ни на что, абы удержаться власти. Вот это так никто в нормальных странах так не делает. Изнутри или извне можно заменить Зеленского? Я думаю, сейчас изнутри это только если станут военные, которые все-таки понимают, что я общаюсь с разными там, на передовой, многие понимают, что все, ситуация все. Им надо бежать, и ну, как бы некуда, нечем, не за что бороться. Но я думаю, быстрее все это будет извне, потому что Зеленский не устраивает ситуацию всех. Ни Российскую Федерацию, ни Штаты. Европа радуется тем, что у них хотя бы что-то есть. Вот почему они за него так держатся и будут держаться. А другие страны, такие США, как и Россия, которые решают ситуацию, они недовольны. Им неинтересно. Америке действительно Зеленский мешает. Трампу он мешает. То, что он сейчас с ним подыгрывает, это одно. Но когда оно идет извне, из середины тоже подхватится сразу. Это же не просто так вот взяли, пришли, там какой-то дядя Сэм приехал, или там Иван Васильевич поменял Зеленского. Нет. Это просто будет дано команда на что согласие двух лидеров государства, на что будут поменяться на что-то среднее. Как только они между собой Америка и Россия договорятся, тогда поменяется ситуация. На Украине очень быстро. Договорятся на каком-то среднем персонаже, который будет удовлетворить всех временно. И только тогда это будет, кажется, будет замена. Но она будет все равно помогать изнутри военными. НАБУ должно было бы, НАБУ не будет. Там часть военной разведки, которые тоже будут участвовать, и все остальное. Там много задействованных лиц, которые будут расшатывать ситуацию, чтобы уничтожить Зеленского. И они думают, эти люди думают, что они придут на власть, к власти тоже надолго. Но это тоже будут, как говорится, временщики, и все остальное они там будут ненадолго. Их просто используют для того, чтобы поменять ситуацию на Украине и довести до быстрого мира. Это все. Понимаете, в чем дело? Мир это, конечно, прекрасно, но не кажется ли вам, что слишком многое уже изменилось в Украине?
слишком одурманены все. Ну вот там элементарно, да. Таких ситуаций много на самом деле. Вот сейчас там, например, разгоняют, опять-таки, мы не знаем, правда это, неправда, возможно это ложь и псо и провокация. Отец Сырского в больнице, Сырский ему в Москву перечислил 1 000 000 рублей, это все вот муссируют, крутят, это все вертят. Ну, я и говорил сегодня во время прямого эфира. То есть здесь просто как посмотреть на эту ситуацию. На войну хорошо, если это неправда, ну так а зачем ее разгонять? Если это правда, ну правда и правда, так на что это влияет? То есть тут какая-то наоборот, какая-то вот очень такая... Смотрите, народ оболванили, народ там вытерли ему там где-то память, где-то еще что-то, где-то вот это накачали пропагандой. А потом на этом и прыгают, и играют, танцуют черти. Причем со стороны Украины, со стороны Российской Федерации. И вот это все играют на этих чувствах. Хотя, по сути, все знают, кто такой Сырский, где у него родственники, которые там поддерживают Путина. Да, вот его отец, его семья, там сестра. Дальше находили сына этого, который там внебрачный или еще какой-то. То есть ничего не меняется от этого. И эта информация ничего лишнего не дает. Но все уже вооружились и давай. Ну и на фоне, конечно, того, что у нас все НАБУ, агенты Кремля, и там чуть ли не такие сливы, и массовый шпионаж, и в общем, ой, ужас-ужас, понимаете, то ты понимаешь, что это как бы, ну просто тебя хватают и цепляют на крючок эмоциональный. А таких крючков будет много. Как бабушка, которая уличному музыканту пришла и сказала, пускай споет песню Шатунова «Детство, детство», а тут начал играть, а ему какая-то все равно крикнула «Это русская песня». Ну вот на рынке из-за прилавка. Она стоит, плачет, сына вспоминает погибшего на этой войне. То есть много этих будет триггерных моментов. Украина уже не сможет вернуться в такое прежнее состояние. Или сможет? Ну, никто не говорит, что надо, будет прежнее состояние, будет ситуация двигаться вперед. Назад в прошлое, как говорится, не вернешься, а надо двигаться вперед. А вперед это как бы не обязательно, что что-то будет плохо, то, что мы будем все вместе жить нормально, дружно, мирно. Да, общество разделено. Я могу сказать там то, что по Сырскому, там, его родственникам. Но это тоже вот родственники непосредственно мои близкие, которые противоположная точка зрения. Полностью по ситуации по Украине, по войне и как говорится, и верят в чушь, которую пишут в прессе про меня. Ну, это их точка зрения. Мы как бы, да, общаемся. Но я не бандеровец, как они не русские агенты, как я. Вот так вот, если так поставить. Ну, разделено общество, да, есть такая ситуация. Те, кто разделены, те, кто подверглись пропаганде, от того, их они будут, смогут выехать из страны без вопросов, но страна будет двигаться дальше. Страна неподвижная, страна остается, страна или то, что останется от страны, та земля наша, русская, которая была, как названа сейчас Руси, это была русская земля. И это как бы наша вся земля, которая будет здесь. И мы будем, кто захочет, тот будет останется на ней жить и будет двигаться дальше. Неоднократно были множество, я говорю, конфликтов на этой земле, на нашей. После распада Руси и все остальное, мы про это тоже говорили. Княжество Литовское, Речь Посполитая, все остальное. Несмотря на то, что пытались пропихнуть католицизм, удержали это все, не пошли на это все, это еще тогда. Потом вернулись в лоно к московскому князю Богдан Хмельницкий, тогда начало какое-то процветание быть, двигаться дальше. Потом опять было разделено, опять было белое, красное, УНР, ЗУНР, убивали тех, кто там, петлюровцы ходили, тех, кто русскоговорящие. И все остальное. Несмотря на это, общество все равно назад возвращалось. Это история всегда. Вот Америка. Даже вот все любят Америку, говорит. Гражданская война. Общество все равно страна единая стала. Те, кто захотели, они остались в этой единой стране. Все, то же самое здесь. У нас есть наша земля, которая имеет тысячелетнюю историю. У нас есть наше... Чего они пытаются выбить вот это все наше Запад, это все время, последние лет 30 лет активно, по Великой Отечественной войне, наш стержень победы, что мы победители. Потому что потом могли нагнуть и уничтожить это все. Потому что кого взяли? Даже не Гетьманщину взяли, как пример для украинцев, а Бандеру.
Потому что Гетьманщина хотя бы, потому что она пошла на мир с царем московским, и они имели связь с церковью, патриарха в Москве. Они это не разрывали. Очень даже не было на Западе выгодно вот эти, кажется, ставить кажется, идеологию. А поставили Бандеры, продажного нациста, который лег потом под других и ничего хорошего не получил, потому что словать можно легко. Вот это пытались сделать. Разломать. Церковь разломать, уничтожить, разорвать, порвать вот эти связи наши. Это было все технологии, когда вы, как говорится, вычищается. Но все равно будут, есть многие люди, которые понимают, что куда это все идет, и что дальше продолжать так. Многие люди говорят на русском, по-русски общаются в Киеве. Никого, как говорится, уже этот момент, уже люди понимают, что была ошибка. И таких все больше и больше, потому что они не могут высказать, как мы с вами, потому что они боятся последствий. Кого-то просто там штрафами наложат, заберут имущество, кто-то в тюрьму посадят, побьют, кого-то в ТЦК заберут, кого-то просто убьют. Люди боятся, но они есть, многие есть такие. И готовы назад возвращаться нормально, или идти вперед и вернуться к нормальной жизни. Если это даст это вперед, нормальная жизнь будет Россия, Беларусь и наши страны, с которыми мы были все века вместе, в этом плохого ничего нет. Но Запад нам показал, что ничего хорошего для нас не может. Мы на Западе чужие. Нас использовали и выкинули. Если бы Россия захотела бы это все время нас, извините, использовать и выкинуть, за 30 лет могли туда переворотить, довести спецслужбу, агентуру и сделать из Украины, как говорится, не то что свою, как говорится, вторую Москву, а сделать вообще еще что-то другое и контролировать. Но нет, это бы сделал Запад. Запад пришел и использовал своих целей. Потому что там не могли поверить, что такие дурные украинцы поведутся на это все, чтобы себя уничтожить. Но повелись и уничтожили. Но это власть, это так званые элиты. А люди нормальные, я думаю, если дать им, еще раз, я буду повторяться, еще раз дать им нормальную жизнь. Думать о рождаемости детей, думать, как построить дом, как пойти на работу. Эти все моменты вернуться к жизни. Если это даст им еще лучше это поднятие уровня жизни, то, я думаю, мы все вернемся в нормальное движение, там, где жизнь, в первую очередь, и мир, и адекватность. А те, кто оголтелые пропагандисты, вот это все нацисты и все остальное, они могут жить на Западе, если их еще там будут принимать. Границы будут открыты, пусть выезжают. Как говорится, если они не хотят жить нормальной нашей земле. А земля это наша, мы за нее боремся. Ну, это очень, кстати, как это, диковинно звучит, потому что нет этих планов на будущее. Вот их нет. Ну, вот там, на поколение даже вперед. Есть план, например, из школьника сделать дроновода прям на занятии, да, в школе, там, по ДПЮ. О, вот это план. А план жизни, да, вот каких-то там... Вот почему я всегда очень удивлялся вот этим всем планам, и Трамп тоже, да, там же будет Кубок мировой, ну, по футболу, да, как сокер у них называют. То есть, а это все всегда заранее. Ну, проводится вот этот конкурс, отбор, то есть там... Я всегда удивлялся, говорю, ну что так заранее? Ну вот прям за несколько этих итераций, да, там, ну там лет 8 получается, там наперед ты знаешь, где будет, там конкурс проводят. Ну, мне объясняли, для того, чтобы стадионы построить, еще что-то. Да ну не совсем. Причем проводятся же эти кубки, ну там по футболу, кубки мира, они же проводятся еще в тех странах, где нормальные стадионы. Ну, нормальные, где просто можно освежить, они там не надо с нуля строить, там, например, как в Украине Евро-2012 проводилось. А это тоже перспектива будущего, как Олимпийские игры, как какие-то вот эти все вещи. То есть это так вот наметки на будущее, туда, дальше. А этой перспективы сейчас у украинцев не видно. А что будет там через 4, 5, 8 лет? Да? А как мы будем жить? Лучше будет жить или нет? Ведь по большому счету 8 лет это не так много. Война уже длится дольше, если считать с 2014 года, да, то есть это уже длится мракобесие дольше. Спасибо вам большое. Да. Могу что добавить, что ситуация будет меняться, как только это все закончится. Будет, да, у нас утраченное поколение, но мы готовы. Мы после Великой Отечественной объединились, после революции 2017 года объединились и сделали. И сейчас объединимся и сделаем. У нас сильная на Западе. Мы, если объединимся, мы будем сильной нацией.
И нас никто ничего, мне кажется, не уничтожит. Если помнить про свое прошлое и гордиться им, и этим двигаться вперед. Вот это, я думаю, в первую очередь надо на это основываться. И свою веру православную. Андрей Тележенко был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо большое. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.